Ой, ти ж Боже, 100 років прожити, через день, через два до кума ходити. Ну, Добрый день, Виктория! Добрый день, дорогие друзья! Добрый ранок, шановні друзі! о, вау. Очень рада вас увидеть. Так, и как долго вы будете у нас в Египте? В этот раз я в Египте. Я покидаю вас уже через неделю, Через но я неделю. надеюсь, я еще вернусь, потому что за прошедшие 10 лет, конечно, в Хургаде произошли положительные изменения. О том, что здесь сменился контингент и публика стала поспокойнее, я уже вам рассказывала. А также я очень рада, что теперь не пристают торговцы. Раньше от них было просто не отвязаться. Они набрасывались на прохожих, как пираньи. Хватали. Зайди, посмотри, дешево, халява, пиво без водки, деньги на ветер, заходи, посмотри, принцесса, королева, твои глаза как два алмаза и все такое прочее. Теперь вы можете идти совершенно спокойно, потому что в соответствии с новым законом они не должны приставать к туристам. Также я обратила внимание, что теперь здесь из положительных изменений мало того, что Каусер очень расстроился, теперь здесь много различных едейных и питейных заведений, Новых, где вы можете замечательно поесть. Да. Кроме того, мне понравилось, что повысился уровень гигиены. Например, я зашла вчера в известный ресторан «ГАТ», и парень там готовит, разовые перчаточки достает, все чистенько, все аккуратненько, все замечательно, с пылу, жару. Это тоже очень радует. Здесь найдутся вам рестораны на любой вкус и на любой кошелек. Это тоже очень радует. Потом мне нравится, что Хургада все-таки благоустраивается. Вот, например, район Саккала, там тоже теперь сделали очень хорошие пешеходные зоны. И, правда, она, конечно, я пришла туда днем, она невероятно замусорена. Но эта проблема Египта осталась. Но я надеюсь, что через следующие 10 лет опять будет следующий положительный момент. Затем мне очень понравилось, что, наконец, здесь, благодаря усилиям зоозащитникам и различных благотворительных организаций, обратили внимание на права животных. И теперь здесь благотворители стерилизуют собак, вакцинируют их, вешают клипсу на ухо и отпускают в их постоянную среду. Вы можете видеть, что собаки здесь вполне упитанные. Кое-где для них есть еда. Еда для котиков, еда для собак. Стоят чаши с водой. И сами собаки людей не боятся. То есть я подозреваю, что становятся египтяне более гуманные к животным, к уличным животным и не обижают их. Они берут пример, по всей видимости, с турков, где очень хорошо относятся ко всем животным. На ваш взгляд, что так сильно привлекает туристов? Я бы не сказала, что сейчас очень много туристов. Конечно, имеет большое значение политическая ситуация, так как сейчас напряженность на границе с Израилем, в Израиле война, поэтому это не может не отразиться на общей ситуации. Например, из Европы, из Финляндии до сих пор нет прямых перелетов и нет туристических туров в Египет. В Египет у нас до сих пор не рекомендуется к посещению. Мне только что пришло сообщение из Министерства внутренних дел Финляндии, который предупреждает, чтобы на Синай воздержаться от поездок на Синай, воздержаться от поездок по стране и не покидать туристические зоны, а также соблюдать общую осторожность. Поэтому я не знаю, насколько здесь туристы. Конечно, россияне всегда привыкли жить в состоянии войны, поэтому я вижу российских туристов довольно-таки много здесь. Вообще, международный туризм в первую очередь привлекли возможности дайвинга здесь. Здесь прекрасный дайвинг, недалеко, перелет недалеко от Европы. Здесь всего несколько часов можно было прилететь. И, конечно, здесь в первую очередь привлекает дайвинг. Во-вторых, конечно, здесь теплое море за сравнительно небольшие деньги и короткий перелет. Следующий этап здесь, конечно, обилие жаркой восточной любви, потому что здесь много холостых мужчин, неженатых. Потому что, чтобы жениться, нужно иметь средства для женитьбы. Просто так женщины арабские им недоступны. И поэтому
когда изголодавшиеся по мужскому вниманию приезжают сюда женщины, они найдут здесь кавалера очень легко. Потому что для египтян до 50 лет это моя принцесса, а после 50 моя королева. И недостатка в женихах не будет. Хотя, конечно, женщинам не следует терять голову и верить, что она действительно такая единственная, которую он увидел. И он ее видел в своих юношеских полюциях, потому что она такая единственная звезда. Пожалуйста, не очень слушайте. Это примерно то же самое, когда мы говорим малознакомому человеку, с которым только познакомились: заходите к нам в любой момент. Никто же не ожидает, что к вам будут ходить действительно в любой момент. Когда-то здесь была, когда только Египет открылся, проблема любви, особенно у россиянок, была очень сложная. Здесь было много ужасных, просто дичайших случаев, которые я сейчас не буду здесь рассказывать, потому что наверняка вы все знаете, какие здесь были совершенно ужасные случаи. Но, однако, здесь ходили молодые барышни с горящим взором, и бегали такие же юноши с воспаленным тоже взором. Сейчас я не особенно замечаю. Я не знаю, может быть, девочки поумнели, может быть, у них появились другие интересы. Зато оказалось, что те, которые девочки были здесь юные 20 лет назад, они успели состариться, и теперь здесь, в Хургаде, драки за хабибов устраивают пенсионерки. Да! Да, Мубарак-2, где живут постоянно жители. Там, конечно, много иностранцев, много смешанных семей, много египтян живут. И вдруг мне они рассказывают: подъезжаю, и летят клочки по закоулочкам. Значит, одна пенсионерка, русскоговорящая, я не буду говорить, что россиянка, потому что у нас это СНГ, все там одни, будем называть всех русскими. Да. Одна приревновала другую, пришла разбираться, и там появились такие разбирательства, такие бурные сцены среди ночи, что соседи вызвали полицию. Да вы что? Вы представляете? Господи, конечно. Тут их как песка, видите, еще наверное, у них есть какие-то скрытые достоинства, чтобы пенсионеркам устраивать за них драки. Дорогие дамы, пожалуйста, не надо драку ставить. Хабибов хватит на всех. На всех. Об этом не надо беспокоиться. Ну, для русских всегда Хургада очень популярна. Ну, в принципе, да, конечно. Их же не отличишь там от европейцев. Как-то туристов русских не отличишь от европейцев. Я вам расскажу по этому поводу анекдот. Приходит месье в кафе, заказывает кофе. Официант ему говорит: месье, вы русский? А как, позвольте, пардон, а как вы узнали? Ну, месье ложечку из кофе не вытащил. Хорошо, на следующий раз приходит, все, кофе заказал, ложечку убрал. Подходит официант, говорит: месье, вы русский? А как вы узнали? Так ложечку вытащил, а глаз прищуривает, чтобы ложечка в глаз не попала. Ну, хорошо. Приходит, кофе взял, ложечку вытащил. Кофе, глаз не прищуривает. Месье, вы русский? А как вы узнали? Так ложечку из кофе вынул и в карман положил. Да. Приходит в следующий раз, все сделал, то-то, то-то, то-то. Месье, вы русский? Как вы узнали? Так у месье валенки на ногах. Так и здесь. Ну, здесь не скрыться, потому что: месье, вы русский? Как вы узнали? А у мамзель губы уточкой. Уточкой. Поэтому русских все равно можно узнать. А теперь пойдемте купаться. Ой, підемо, жінко, підемо, ой, підемо, жінко, до кума гуляти. Ой, ти же, Боже, 100 років прожити, через день, через два до кума ходити. Огонь! Все, чао, на сегодня хватит. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, потому что со мной всегда интересно. Пока-пока, до скорых встреч!